Ну все, ребят, мы в магазине Гарри Поттера. Экспеллиармус! Вжух, и зеленым светом наверх. Ой, они летают! Ну что, вот и добрались мы наконец-то до Нью-Йорка. Но начнем мы с чего? Начнем мы с магазина Гарри Поттера в Нью-Йорке. Походу, что-то крутое. Я там еще не был ни разу. Поэтому сейчас с тобой прямо туда направляемся. Зайдем, посмотрим. Пока бежим в магазин Гарри Поттера, попался вот такой вот магазинчик нам по пути. И с него мы тоже сделаем видео обязательно. Потому что там есть очень крутая штука, которую я бы хотел заснять. Ну ты посмотри, красота какая. Ну как можно не любить Нью-Йорк? Как можно не любить Нью-Йорк? Какой красивый город. Ну и Нью-Йорк сразу же дает о себе знать. Во-первых, что-то холодно стало, накинул куртку. А во-вторых, вот подошли к магазину и посмотри. Посмотри, какая тут очередь. Просто офигеть можно. Надо просканировать QR-код, получаешь ссылку, проходишь по ней, и он тебе показывает, сколько в очереди стоять. Сейчас нам показывает всего 790 человек перед нами. Если ты вдруг мне не веришь, вот оно подтверждение, видишь, 750 человек перед вами. Одну вечность спустя. Ну все, ребят, мы в магазине Гарри Поттера. Ну и, конечно, история волшебника начинается с выбора палочки. Поэтому тут огромный выбор. Кстати, подписаны все персонажи. Виктор Крум, вот это вот все. Вот так это все примерно выглядит со стороны. То есть огромные вообще витрины с кучей палочек. И ты можешь выбрать свою. Вот смотри, даже Белатрикс, вот такая вот кривая палочка ее. Что тут еще есть? Так. Ну какая зачетная палочка, смотри. Вот это да. Экспеллиармус! А вот здесь есть такая классная штука, тут подписаны имена всех героев. И вот такие вот палочки торчат по кругу. Вот так это все выглядит со стороны. И типа ты вот так вот дотрагиваешься до нее. И вау, появился Гарри Поттер. Зона для любителей сладостей, шоколадные лягушки, которые хавал Рон Уизли, вот в таких классных коробочках продаются. Стоит, так, срок годности, а стоит сколько? Стоит $12. Стоит $12, но мы с тобой взрослые мужики, нас интересует не столько шоколадки, сколько вот эта секция. Баттербир, какой-то, я не помню, как оно переводилось в фильме, но дословно, если переводить, какое-то типа масло, какое-то масляное пиво, не помню, как оно называлось, ну, короче, такая вот бутылочка стоит $7, 4 за 18, и вот прям весь стенд. Всякие цитатки из книги, там есть еще нижний этаж, такая вот крутая лестница идет туда, винтовая. Но мы сейчас пойдем на лифте, потому что малой с нами, а мы с коляской. Что у нас там есть? Там можно выбрать себе сову, представляешь? А я думал, сова, да. Смотрите, как классно лифт оформлен. Прям как будто в камин ходишь. Сейчас зайдем и испаримся так вжух, и зеленым светом наверх. Ну, как я и предполагал, лифт, естественно, выполнен в этом зеленом свете, в котором они испарялись вечно в каминах. Вот такой вот зеленый свет. Я, кстати, снимаю себя на... Короче, я не вижу, как сейчас моя рожа выглядит в зеленом свете. В очень крутом стиле оформлен весь нижний этаж. Просто посмотри, тут вот эта змея, она проходит, в потолок уходит, заходит. Вот зеленая плиточка. Блин, ну, конечно, это магазин сувениров. Естественно, тут есть все, что твоей душе угодно вообще. Вот посмотри, все. Футболки, вон даже маска узника Азкабана, вернее, этот пожиратель смерти. Ну, змею можно взять себе за $20. Класс. Ну и, конечно же, книжные полки с книгами про Гарри Поттера. Ну, куда же без них, естественно. Но я же не буду себе тут никакие книги покупать, они все на английском. Я ее лучше на русском почитаю. О, смотри-ка, это, кстати, дневник.
дневник из второй части, по-моему, был, да, или в первой, поправь меня в комментариях. Да, смотри, продаются всякие блокноты, все разноцветные под цвета разных факультетов, ручки, все, что просто твоей душе угодно. Но, конечно, отдельного внимания заслуживает вход. Ну, посмотри, как тут все красиво оформлено. Как тут все красиво оформлено, как тут книжки подвешены. Блин, такой простой дизайн. Ой, они летают! Прикинь! Блин, такой простой дизайн, это круто выглядит, они все летают здесь, какой кайф. Да, и вход тоже, смотри, как классно оформлен. И как я уже сказал, это понятно, что это магазин всяких сувенирных товаров, и тут все с тематикой Гарри Поттера, но как же он круто оформлен. Как же он круто оформлен, тут просто ты как в сказку попадаешь, отсюда уходить не хочется. Ой. Свечки, смотри, в чашке для Moscow Mule. Такая вот классная штука. И смотри, вот тоже тут свечечка. Ну, все бы хорошо, но вот это меня немного напрягает. $65-55 за свечечку. Не-а, too much. Найду себе что-нибудь поинтересней. Вот, брелочки вот такие классные продают с господином Дамблдором. И вот они трансформируются вот так. Классная штука, стоит $25. Прикольная комнатка такая сделана. Здесь продают всякие открытки. И ты можешь прямо здесь их подписать и послать отсюда своим друзьям. Классно. Блин, такие маленькие, знаешь, миленькие какие-то штучки они здесь продвигают. Но это все так прям, знаешь, погружает тебя в атмосферу этого фильма. Вот такие фоточки можно всякие классные сделать. Ну, блин, ну кайф. Мне кажется, отдельного уважения заслуживает пол. Как в этой комнате сделан пол. Смотри. Как карта в Гарри Поттере. Здесь тут все ходят. Ну, вот, собственно, и все с магазином Гарри Поттера, но это еще не все из нашего путешествия по Нью-Йорку. Завтра у нас еще будет магазин Nintendo, у нас будет магазин Lego и, конечно же, Комик-кон. Самое главное событие, из-за которого мы сюда приехали, и там будет очень много всего интересного. Подписывайся на канал.